Всем привет! Сегодня, когда на улице воцарилась просто замечательная погода, самое время дать немного советов новичкам, которые мучаются в выборе очередной единицы фототехники. Ранее я уже давал рекомендации по объективам для линейки Nikon D7000, а сегодня мы немного поговорим про оптику для камер трехзначной линейки Canon, будь то Canon 600D, 700D, 800D или любая другая камера серии. Если быть точнее, я расскажу о том, какие объективы я бы приобрел себе для конкретных задач, будь то съемка макро, портретов или чего-то еще. В общем, сегодня я порекомендую по одному объективу в каждом рассмотренном направлении. Больше вариантов вы можете найти в соответствующей статье на нашем сайте, ссылка в описании. Напоминаю, что я рассказываю про объективы, которые считаю максимально подходящими для данной серии камер, и которые лично я бы взял себе. Я не буду говорить о топовых стеклах. Вы и так знаете, что они отличные. Гораздо важнее среди более-менее доступных решений найти что-то стоящее. Это я и постараюсь сегодня сделать. Поехали! Универсальные объективы. Универсальные объективы в моем понимании делятся на два вида. Универсальные зумы и универсальные фиксы. Если рассматривать зумы, то уже на протяжении многих лет лучшим сбалансированным вариантом для фотосъемки является Sigma 1750 мм f2.8. Отличный объектив с точки зрения соотношения цены и качества. Многие рассматривают этот объектив для замены классического китового объектива 18-55 мм. Sigma лучше кита по всем фронтам. Это более светлый, резкий и надежный объектив. При этом он имеет привычные для новичка фокусные расстояния, а значит не придется к нему долго привыкать. Canon 24 мм f2.8 один из блинчиков компании Canon. Он очень маленький и очень легкий. Подходит только для кроп-камер, но ведь у вас как раз такая. Эквивалентное фокусное расстояние этого объектива около 38 мм. Это очень удачная фокусная, чтобы снимать стрит, ростовой портрет, природные и городские пейзажи, да и вообще все, что придет в голову. То есть мы получаем вполне себе универсальный фикс-объектив, насколько вообще фикс может быть универсальным. Но самое приятное — это цена данного объектива. Она даже в сегодняшних реалиях не слишком высока. В итоге получаем современный, маленький, недорогой и в меру универсальный и светлый объектив. По-моему, просто прекрасно. Макрообъектив. Макрообъективы редко бывают дешевыми. Tamron 60 мм f2.0 один из самых доступных объективов для макросъемки на Canon. При этом он имеет диафрагму f2, которая на макриках встречается очень нечасто. Этот объектив позволяет снимать макро один к одному. В случае необходимости на открытой диафрагме можно поснимать портреты. Но, конечно, для портретов лучше подойдет объектив, который мы рассмотрим далее. Портретник. Недорогой, проверенный годами, портретный объектив Canon 85 мм f1.8. Это одно из самых недорогих решений для Canon среди портретников. Объектив надежен и дает симпатичную картинку. Его также используют многие начинающие свадебные фотографы для съемок портретов на прогулке. Не стоит забывать, что на кроп-камере фокусное расстояние 85 мм эквивалентно фокусному расстоянию 135-136 мм на полном кадре. А это значит, что данный объектив любит большие расстояния от фотографа до модели. Имейте это в виду, для съемки портретов в небольших помещениях он не подойдет. Телевик. Canon 55-250 мм STM – отличное дополнение к стандартному объективу 18-55 мм, особенно если у вас камера, поддерживающая в полной мере работу STM мотора. То есть на камерах, начиная от Canon 650D, этот объектив работает еще лучше за счет шагового мотора, встроенного в объектив. В тандеме с 18-55 мм STM вы получите очень универсальную связку, как для фото, так и для видео. Объектив 55-250 позволяет снимать удаленные объекты. С него также можно начать заниматься фотоохотой. Хотя, конечно, для этого жанра съемки гораздо лучше подходит следующий объектив, который мы рассмотрим. Объектив для фотоохоты. Tamron 200-500 мм. Объектив с переменным фокусным расстоянием от 200 до 500 мм отлично подходит для того, чтобы снимать различную живность, будь то птицы или дикие звери. Также многие используют данные объективы для съемки различных авиашоу. Объектив Tamron 200-500 мм считается достаточно недорогим решением среди подобных стекол.
Хоть на фоне остальных рекомендуемых сегодня объективов он не выглядит дешевым. Тем не менее, это очень неплохой вариант, чтобы начать свой путь фотоохотника. Объектив для путешествий. Tamron 18400 мм. Я убежден, что в путешествие стоит брать с собой как можно меньше техники, но при этом нужно сделать так, чтобы техника была максимально универсальной, чтобы не упустить какой-нибудь интересный сюжет. Совсем недавно компания Tamron выпустила сверхуниверсальный объектив 18400 мм. Объектив является 22-кратным зумом, что для зеркальных систем редкость. Стоит он недешево, но это касается всех подобных объективов. Сверхширокоугольный объектив. Не так давно у Canon появился отличный сверхширик с STM-мотором и крайне привлекательной ценой – Canon 10-18 мм STM. Вообще, сверхширокоугольные объективы в большинстве случаев дорогие, но тут Canon удалось за разумные деньги предоставить пользователям хороший объектив. Рекомендую. Полтинник. Все любят полтинники. Даже на кроп-камерах, хотя казалось бы, здесь они не очень удобны. Тем не менее, эквивалентное фокусное расстояние полтинников на кропе составляет 80 мм, от чего многие используют их для съемки портретов. Лучшим по соотношению цены и качества я считаю Canon 50 мм STM. Если бы я брал полтинник для кроп-камеры Canon, то я бы взял именно его. Да что там говорить, я так и поступил. Обзор моего полтинника STM вы можете найти на нашем канале. В итоге хотелось бы отметить, что есть много крайне интересных объективов под систему Canon. Я выделил некоторые из них, которые мне кажутся наиболее оптимальными при использовании на камерах трехзначной линейки Canon. Больше вариантов вы найдете в статье на данную тему, ссылка в описании. Если у вас есть вопросы по выбору объективов для данной линейки камер, оставляйте их в комментариях. Я или зрители моего канала постараемся вам помочь. И обязательно ставьте лайки, если хотите, чтобы видео подобного плана выходили чаще. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи! Делайте правильный выбор.